Друзья мои, сегодня будет самый долгожданный выпуск «Миллиарды». Наконец-то в нем появляется женщина. Женщина, которая отказала мне 3 раза. И мне потребовалось огромное количество попыток ее уговорить. И сегодня мы здесь, мы сделаем это. Поэтому смотри выпуск до конца, будет очень много интересного. Поехали! Самая загадочная женщина в российском списке Forbes. Запросы на ее фамилию выдают всего пару фотографий, а СМИ бесконечно перепечатывают историю о том, как она придумала масштабный бизнес, сидя в декрете. Компания, которую сегодня знают все, а вот ее основателя почти никто. И все чаще звучит вопрос, а существует ли вообще Татьяна Бакальчук? Да, существует. И это ее первое видеоинтервью. Вот это компания, в которой можно заказать кучу вещей, все померить и ничего не купить. И тебе за это ничего не будет. Да? Какое твое состояние в данный момент? Я имею в виду деньги. Ну, по данным Forbes, Ничего, если я оценю твою компанию минимум в 2 раза больше. нет ничего. А у тебя какой был первый капитал? Считаю, что капитал это был труд и семья, поддержка. Натуральный свет, проникая в склад, будет гарантировать то, что в цеху будет такая нормальная человеческая освещенность. Будет сегодня хороший день. Смотрите выпуск до конца. Кто из вас придумает самое лучшее название для будущей книги Татьяны Бакальчук, тот получит сертификат на сумму $2 миллиона разных артикулов, 30 миллионов различных товаров вот здесь вот на складе. Здесь можно на любой вкус одеться, побриться, значит. Я не знаю, что здесь нет лучше, Ань, скажи. Еды нет. Так, здесь пока нет еды, вы поняли, да? Non-food. Здесь нельзя выпить и закусить. Выпить и закусить. Ребята, я хотел вам представить, это Киборг. Как тебя зовут? Александр. Киборг Александр. Так. Мы с Татьяной выяснили, что 2 миллиона посетителей, 2 миллиона круглосуточно приходят на ресурс Wildberries. Смотрите, каждую секунду в корзину падает 3 заказа, да? Соответственно, сейчас мы стоим в точке, когда заказ, проваливаясь в корзину, отражается немедленно на экране роботизированного человека. Видите, в эту штуку он может говорить. Ты можешь жаловаться в эту штуку? Да. Ну-ка, пожалуйста, нажми Не умею. кнопку. Не, он не умеет. Упал заказ. Вот этот. находится адрес, номер этажа, номер ряда, номер ячейки. Всё. Сколько циклов ты можешь сделать за час, за минуту, за За час, наверное, 100. 100 подборов сделать, да? Да. 100 подборов. Сколько ты за смену можешь подборов сделать реально, вот физически? 600, да. 600-800 подборов, да? Смотри, сколько здесь этажей? 5. Вот 5 таких этажей, да? Да, вверх-вниз. Так, ребята, значит, смотрите, 600-800 подборов за сутки, это очень, ну, такая, видите, непростая работа, да? Тут стройные люди работают, я вижу, они все подтянутые, да? Все потянут, все спортсмены. Все симпатичные, поэтому если вы хотите реально обрести форму, пожалуйста, на склад Wildberries, Татьяна вас научит. Таня, какое твое состояние в данный момент? Я имею в виду деньги. Деньги? Не знаю. Ну, по данным Forbes, они оценивают нашу компанию $600 миллионов. Так, ничего, если я оценю твою компанию минимум в 2 раза больше? Нет, ничего. Ну, мы примерно сами тоже так думаем. Сколько лет ты замужем и сколько у тебя детей? Замужем 15 лет, 4 детей. Чего тебе больше всего не хватает? Времени. Времени. А вот там у тебя на рабочем месте я видел много шоколадочек. Ну, это очень быстрый источник энергии. Да? То есть мне на еду тоже времени не хватает. В 2 словах опиши тот день, когда тебе вдруг пришла идея начать этот бизнес. Ты помнишь этот день?
Я не могу сказать, вот как день, когда вот меня раз озарило, что надо делать компанию. Но состояние, которое было, да, помню, у нас родился ребенок, и было примерно около месяца. И я хотела опять работать, потому что опять, видимо, почувствовать себя там не только... Не только, а и вот. Да, не только, что я вот все, меня нет как личности, есть только человек, который вот с ребенком. Ну вот, пыталась вернуться к своей прежней деятельности. Я преподавала, репетиторством занималась иностранных языков. И, естественно, мне это не получилось, потому что ребенок, как бы расписание мое, естественно, по барабану. Что вот, и почему-то вот как-то у меня было желание сильное сделать что-то такое, чем могла бы заниматься. И плюс, видимо, внутренняя потребность наложилась на то, что достаточно тяжело с ребенком куда-то пойти, что-то купить, там, потому что на тот момент, мне кажется, у нас и бизнес не был ориентирован на мам с детьми. Для тех, кто еще не узнал, кто это, я еще раз хочу отметить. Татьяна Бакальчук, основатель, генеральный директор, сердце, душа и, ну, как бы, пятый элемент, можно сказать, Wildberries, что в переводе означает «дикая ягода», а на самом деле это большой интернет-магазин, компания, которая снабжает теперь, значит, женщин, мужчин, в основном женщин, да, платьями, одеждой, ну, вообще говоря, non-food, то есть не пищевкой, да, наверное, уже все товары практически представлены, кроме шин, как мы сегодня выяснили. Тань, значит, с тобой очень мало интервью, а видеоинтервью практически нет. Вот, и я 3 раза тебе звонил, ты говорила, вот, Игорь, зачем все это надо, и мы все-таки смогли договориться, чему я чертовски рад, потому что мы дадим женщинам такой прекрасный разговор, через который они смогут узнать себя, и возможно, это откроет им дорогу в бизнес, в некое самоутверждение и так далее. Но все-таки вот ты отказываешь и так ведешь непубличную такую вот подход. Вот, может быть, ты чего-то боишься. Почему так? Тут как-то, по-моему, то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом о нас как-то стали так совсем активно говорить. И вышла статья от одной журналистки, и комменты такие были. А вы что, да ладно, разве Татьяна Бакальчук существует? По-моему, это просто миф и выдумка. Кто ее видел вообще вживую? Ну, как-то так. Ну, основная причина, это, наверное, то, что это сильно мешает работать. Сейчас это просто как бы необходимость. Мы понимаем, что компания достигла такого этапа, когда это нужно для компании. Ну, вторая причина, то, что мне это как бы не нужно, неинтересно. Поэтому как бы вот. Сейчас очень модно говорить, я интроверт. И все, и закрыться. Ну вот я интроверт. Хотя некоторые говорят, как ты можешь быть интровертом, когда ты сидишь в open space. Ну, видимо, я какой-то такой интроверт, которому комфортно, вот, когда среди своих, а остальное как бы вот нет. Сколько здесь человек в твоем кабинете еще тоже сидит? Не знаю, человек 300, наверное. Слушай, это невероятно. Да, она до сих пор сидит здесь, в open space, у нее нет никакого личного кабинета. И ты знаешь, Татьяна, это настолько меня реально сражает, поражает, настолько Wildberries необычная компания. Меня подписчики всегда прям реально спрашивают, Игорь, а вот первый капитал, я им говорю, вот первый капитал Технониколь был 1000 рублей, которые вот студенты заработали там за лето на крыше. Говорят, как? Я говорю, ну так, это был первый капитал. А у тебя какой был первый капитал? И может быть у тебя был бизнес-ангел, может быть был не был спонсор. бизнес-ангела. Расскажи, вот все-таки, где первые деньги, где первый капитал? Просто обыкновенные деньги, как вот зарплата типа. Ну, вот, я что, не помню вот сейчас, вот шаг какой по шаг? там был курс доллара, но помню, что за $700 мы сделали магазин, включая сайт и бэк-офис.
Вот. И, по-моему, по 2000 рублей мы платили в неделю за рекламу. И все, и у нас пошли заказы. Ну, считаю, что капитал это был труд и семья, поддержка. Да. То есть сразу вы с мужем, да, стали действовать? Ну, у Владислава был свой бизнес на тот момент. Он занимался прокладкой как проводные сети интернета. Естественно, он не воспринимал там серьезно. ты занимаешься ерундой. Ну, так не было такого, но да, он думал, что это все как бы вот просто так. Так, Владислав, я специально, если ты нас смотришь, я тебе говорю следующее. Владислав, в твоем лице всем мужчинам, которые сейчас нас тоже смотрят, воспринимайте всерьез своих женщин. Если женщина что-то задумала и что-то начала делать, это вполне возможно превратиться в многомиллиардный бизнес. Так что, ребята, будьте внимательны. Я так понимаю, Владислав достаточно, твой супруг, он внимателен, да, к изучению твоих базовых потребностей. И в какой-то момент он бросает свой бизнес по прокладке сетей. Нет, он просто смотрел, как там что. Естественно, он мне во всем помогал. И когда у меня там были косяки, потому что у меня опыта в бизнесе вообще никакого не было, он всегда помогал. Не было такого, я же тебе говорил там. Нет, ничего прям не было вообще? Ни разу не было, нет. А как он говорит? Ну вот я точно помню, что вначале мы 2 раза пытались внедрить 1С, и я никак не хотела, потому что у меня вот все, что бухгалтерия там связано, вот это вот, оно у меня хромает, и неинтересно. Он мне вот 2 раза пытался заводить 1С, рассказывал, что нельзя без учета, это основная, как бы, это основа вообще бизнеса, что мало иметь там какие-то идеи, должен быть обязательный учет, все нужно там считать и так далее, все делать. Вот. Ну и когда он понял, что я не буду заниматься 1С, он сказал, вот пусть твой папа берет и занимается 1С. И папа там скрупулезно там начал вот это что-то там считать, все как-то заводить, там вот это все. Да, потому что у меня как бы не любовь с математикой, с числами, со всем этим. А какая производительность труда, кстати? Значит, сейчас давай разделим. Производительность Да, труда да. Значит, давай разделим. Значит, 1, 2, черт побери, 100, значит, 3 нуля. Это уже миллиарды. Нет, это, Миллион. по-моему... да, нет. Я просто для этой отрасли не знаю, какие метрики. Я тоже не знаю. Какая выручка на человека? Таких не знаю. знаю. Я доверяю людям, и когда я решила нанять первого человека, который вместо меня там поедет к поставщику и оплатит за товар, вот, она меня кинула, эта дама. И я думала, что все, потому что это была большая сумма, и куда? Я вот боялась, что мне скажут, что все. Вот, он тоже поддержал, вообще никакого упрека, ничего. То есть, это же как было? У каждого наверняка так было, у меня тоже так было. То есть ты даешь наличные, да? Да. Наличные, там, чемодан, сумку или так далее, да? Человек едет и не приезжает больше никогда. Да, и больше никогда не приезжает. И на связь не выходит, да? На связь не выходит, да. Отлично. Это какой год был? Начало 5-го, наверное. Начало 5-го. Или конец 4-го. И какая сумма, ты помнишь? $800. Ну, то есть не драматическая, но для бизнеса... Как это не драматическое? Да, На тот момент я не помню, какой был курс, но я считаю, что это было... Это какая как бы, существенная там, часть из оборотного капитала? Ну, наверное, да. То есть мне пришлось опять где-то там искать деньги для того, чтобы выкупить эту поставку. Вот придумать же это невозможно. Это можно только итерациями какими-то приходить к этому. Да, начинали мы вообще с маленькой комнаты, в котором заказы были разделены даже не вот по местам так хранения, а по фамилиям, по людям. Вот эти штуки ТСД у нас появились относительно недавно, я думаю, максимум 1,5-2 года. До этого у них были
списки, распечатанные на бумагах, да, и они ходили и собирали. Это было, конечно, очень медленно. А так у нас большая команда программистов. Сколько примерно разработки? Ну, летом было, по-моему, где-то что-то порядка 200-300, что ли, человек. Хорошо, а всего сколько сейчас людей вот по списку? Ну, всего, если по всей Да. стране брать, Да. 15 тысяч. Ребята, 15 тысяч людей. 15 тысяч Wildberries. Напомню, в Технониколь 7 тысяч людей. Расскажи вообще, с кем ты конкурируешь, кто есть на рынке, и чем Wildberries отличается от конкурентов? Есть компании, на которые мы смотрим. Ну, то есть в чем-то. То есть прямых вот таких аналогов, как мы, ну, мы считаем, нету в России. Вот. А так мы смотрим на компании, которые что-то, может быть, там продают в чем-то лучше, чем мы, потому что у них другая специфика, либо какие-то вещи делают лучше, чем мы, да. Ну, смотрим, естественно, что там Алиэкспресс делает. Есть разные компании, достойные, у которых есть чему поучиться. Чем отличаетесь? То есть, вот, то есть я вот знаю, что, например, вот примерку вы, в принципе, говорите, да примеряйте сколько хотите, и возвраты у вас. Мы считаем, что наша сильная сторона – это сервис. Вот, все, что касается и, скорее, в первую очередь, логистики, ну и, соответственно, обслуживание клиентов, там, сайт, например. Достаточно долгое время мы росли. Ну, сначала мы росли на ассортименте, потому что мы так думаем, что это было вообще такое предложение, что его не было на рынке. Потом большой был у нас этап, это когда мы развивали свою логистику. То есть у нас всегда было стремление уйти от фулфилмента, модного слова, да. Хотя мы не знали даже, что это такое слово было. У нас вообще очень много так бывает, что на рынке какие-то есть понятия, а мы, грубо говоря, либо про это знаем, либо это делали, но как это называется, мы не знали. То есть поэтому, Просто делали. Да, просто делали. Вот. Ну, да, мы заменили логистику полностью по всей стране, сделали свою. Первый пункт открыли в Санкт-Петербурге, потом через полгода открыли Екатеринбург, и потом за полгода закрыли все крупные города. Вот. За полгода? Да. Ну вот, я почему говорю, что... Слушай, мы... Таня, ну ты подожди, ну вы какие-то ненормальные. Мы ненормальные, да. Я знаю, что некоторые компании говорили, вот видите, что Wildberries делаете, идите, повторяйте, делайте, как они. У нас невозможно повторить, потому что у нас наше преимущество – это люди. Ну вот как человек, который может там 3 месяца вообще не приезжать домой, да что, конечно, наверное, там у нас проклинали их семьи, ну вот, да, у нас работают как фанаты. У нас люди сидят до 12 часов, до 2 часов ночи, и им в кайф работать. И мы точно так же можем сидеть. Вот у нас долгое время там поначалу вообще не было никаких ни отпусков, ни выходных. Это у нас с Владом. Вот. И как бы вообще просто. Потому что нам нравится это. Путь человека в компании – это такое, получается, что ли, социальное творчество, что ли? Да. Самореализация, да? У нас многие ребята работают больше 8 лет, больше 5, больше 10. Есть люди, которые прям вообще 13-12 лет работают у нас и приходили в таком уровне. Как нам сделать с тобой сейчас возможность максимальную пользу сделать тем, кто нас смотрит, чтобы ребята могли основать или создать свои компании, где люди с людьми творят чудеса, сотворяют такие компании, делают бизнес. Как? Там, скажем, тоже есть какая-то девушка, да, и вот у нее есть идея, она хочет, ей нравится, вот она думает, что это ей интересно, это может быть еще кому-то интересно. И надо в этот момент не думать, что ой-ой-ой, мне надо прочитать 10 книг, сходить в 2 школы бизнес, найти себе какого-нибудь еще ментора или еще что-то такое. Надо просто брать и делать. А по ходу уже будет видно, что тебе не хватает, потому что можно перегореть. И ты потом будешь жалеть о том, что ты это делал. Либо кто-то возьмет твою идею, потому что я заметила в последнее время, что
идеи, как говорится, витают в воздухе. Если ты это не сделаешь, то ее возьмет и сделает кто-то другой. Итак, ребята, вы видели, да, сборщик на мезонине собирает маленькую корзинку, потом засыпает большую корзинку, и вот в этой большой корзинке заказы поступают на сортировочку. Так, ребята, значит, мы прикатили этот ящик на следующий технологический процесс. Держите, ребят. Со сборки приходит вот этот большой контейнер, и дальше каждая коробка – это отдельный пункт самовывоза. И под каждый пункт самовывоза идет раскладка. Так, ребята, вот написаны города, да? Вот. Да, Что это здесь? Красноярск. Красноярск, улица Щорса. А через сколько дней она окажется на... 3 3 дня. дня, да? Вы придумали с ребятами первые, значит, что, ну, относиться к примерке так, нормально. Типа, примеряете и возвращаете, да? Да. Во-первых, у нас оплата всегда пост. То есть мы не берем оплату до. Друзья мои, я вам представляю убийцу современного бизнеса. Компания, которая спокойно работает, 30% возврата. Ну, примерил, не подошло, одну вещь взял из 2. Все. Там 4 вещи заказал, померил, 2 взял, 2 вернул. Нормально, да. Многие люди говорили мне, что вот на рынке появились неправильная компания Wildberries, да, которая убивает бизнес, она прям вот дает людям примерять и спокойно относится к возвратам. А я считаю, это очень правильно. Потому что все новое, да, вот кто такой предприниматель, Тань? Это тот, кто приходит, да, и создает новое, и убирает устаревшее старое. Поэтому пускай эти все бизнесмены, которые считают, что людям не надо давать примерять вещи, все, идут, отдыхают, потому что нам, вот, я люблю примерить вещь перед тем, как ее покупать. Поэтому спасибо тебе, Тань. Фраза очень одна порадовала, когда спрашивают такие Wildberries. Вот эта компания, в которой можно заказать кучу вещей, все померить и ничего не купить. И тебе за это ничего не будет. Да? Таня, знаешь, такой очень, очень обычный вопрос, но на него настолько необычные ответы люди дают. Вот очень интересно, как ты на него ответишь. Все-таки твой самый гигантский провал в бизнесе, в жизни, неважно. Вот как ты считаешь, самый гигантский факап, провал? Одна из ошибок, вот тоже не буду называть имена компаний, которые могли хорошо вырасти, но порушились, об этом тоже классическая такая тема, они предупреждают, это кассовый разрыв. Вот. То есть когда у тебя наращивается оборот, и ты становишься все больше и больше должен банкам или поставщикам и так далее. И эта ошибка, она сгубила, в принципе, не одну компанию. И вот этот кризис, который случился в 2013-2014 году, он понял, что мы, в принципе, достаточно близко к этому. Понятно. И мы пересмотрели модель. Взяли, что теперь поставщики сами. Да, и это нам дало гигантский скачок. Ты расскажи, в чем была смена модели? То есть, вот что... у нас совершенно классическая, мы просто перестали заключать договора купли-продажи и стали поставщиков уговаривать уходить на агентские, не агентские, на договоры комиссии. То есть они размещают товары к вам на склад? То есть мы, в принципе, осуществляем все то же самое, что и раньше, и даже больше, поскольку у нас освобождаются люди, освобождаются руки, освобождаются деньги, которые мы можем тратить на развитие, для них в том числе. А поставщик сам начинает следить за своим товаром, он несет за него ответственность, естественно, то, что он не продает, он забирает. Но вот за все случаи, наши уже получается года 4 мы работаем по этой схеме. Такого, чтобы мы вернули товар поставщику, прям забирая, не продалось в глобальных масштабах или еще что-то, у нас такого ни разу не было. Всегда сколько мы работали с поставщиками, всегда у нас были ссоры по поводу того, что наши байеры не умеют отбирать товар. И мы сказали, мы не умеем отбирать товар, в принципе, это правда, мы другие, мы не разбираемся, мы не эксперты в одежде и так далее, но мы можем сделать что-то другое. А вы хорошо в этом разбираетесь, это ваш хлеб. Вы отбираете коллекции, вы смотрите, что там продается, не продается, вы знаете все тонкости вашей одежды, вашего продукта,
Ну вот и занимайтесь этим, соответственно, а мы будем делать то, что мы делаем. Но при этом, я еще раз повторюсь, у нас освободилось большое количество энергии, я даже не знаю, как это сказать, для того, чтобы улучшать сервис для наших поставщиков. И, в принципе, у нас все, кто приходит к нам на работу, начинает работать с нашим вот порталом. Поначалу, конечно, там сложновато, а потом все, вот и маленькие, и большие, все очень довольны и говорят, что супер. Меня взяли на 3-минутную стажировку, значит, на погрузку. Это обычный наш русский Джек Ма. У меня такие условия были, что мама сказала: в Москву ты не поедешь, потому что я тебя туда не пущу. Вот у тебя два варианта: медицинский либо педагогический институт. То, что я туда поступила, это какое-то чудо было, потому что английский я знала хуже всех. Женщин там занижают, там не дают им расти. Общество их видит только как домохозяек. Значит, ребят, сейчас я полезу на крышу, короче, и все вам покажу. Кто из вас придумает самое лучшее название для будущей книги Татьяны Бакальчук, тот получит сертификат на сумму. Как мне нравится эта атмосфера. Вот. Я люблю вот этот шум производственный. Всегда на заводы Технониколь, когда приезжаю, вот такая вибрация, знаешь, прямо чувствуется, что здесь все и происходит. Вот такое, знаешь, вот движение такое. А я представляю, когда здесь как на Рождество. Что здесь? То есть, если сейчас, смотри, каждую секунду 3 заказа, когда Рождество, Ну, когда Рождество, мы думаем, Сколько что 6, наверное. 6, то есть увеличится в минимум 2 раза. Ребята, минимум 6 заказов круглосуточно каждую секунду, смотрите. 24 часа, 60 минут, 60 секунд. А как ты думаешь, почему у тебя так органично получается? То есть ты MBA не кончал, я правильно понимаю? Угу. Ты педагог. Всё. Какого? Английский. Английского. Кстати, Джек Ма тоже педагог, Да, я- учитель английского Языка. языка. Вот, пожалуйста, перед вами наш российский Джек Ма. Потому что у нас все-таки в компании есть качества, которые нужно воспитывать вот с детства. Там совесть, поступать по совести, там, честность, уважение и так далее. То есть и мы всех покупателей выслушиваем. Мне кажется, что мы первые сделали форум для своих покупателей и не удаляли оттуда ничего, ну, за исключением, конечно, потом мы стали модерировать там слова, там, мат и так далее. Все, что они писали, мы все это выкладывали, и для нас это было просто тоже на том этапе огромное подспорье, потому что мы видели, где у нас ошибки, и мы брали их там, меняли, там, переделывали. Тебе не должно быть стыдно смотреть в глаза своим детям или там окружающим сотрудникам, что тебе нечего стыдиться, потому что все, что ты делал по совести. Ну, вот как-то так вот, мне кажется. Слушай, очень клево, ты вот сказала про воспитание, а у тебя как было вот, Воспитание? воспитание, да, то есть вот расскажи, вот, в какой атмосфере росла, среди каких людей, как сложилось твой образ мысли, то есть среди каких людей он формировался, какое окружение было? Книги, наверное, очень много тоже дали. Я всегда очень много читала. И у меня всегда было желание, ну, не знаю, правильно оно или неправильное, то есть доказать, что я это могу. Ну, то есть, например, когда я поступила в институт, у нас в школе, как в большинстве школ, английский преподавался очень плохо. Мы один учебник 5 класса начинали изучать там в каждом классе, начиная там с 5 и заканчивая 9, потому что учителей не было вообще. Ну вот почему-то я, то есть, была поставлена перед выбором, что если я хочу хорошее образование, да, там, у меня такие условия были, что мама сказала: в Москву ты не поедешь, потому что я тебя туда не пущу, вот у тебя два варианта: медицинский либо педагогический институт. И я решила, что пойду на педагогический, а там самый лучший факультет, я решила, что я пойду на иностранные языки. И за 2 года я выучила язык. Ну, я считаю, что то, что я туда поступила, это как какое-то чудо было, потому что английский я знала хуже всех.
Вот. И удивляюсь даже, как я туда поступила. Вот. И весь первое полугодие я была двоечница, вообще как бы самый, мне кажется, плохой студент в школе, при этом в институте. При этом я вставала каждое утро в 5 утра, потому что жила далеко, а занятия начинались в 8:30, я ехала. Когда меня мама там будила и говорила, а я говорила, я не хочу, потому что я легла в час, учила все это, и мне надо вставать, и как мне вот этот ехать. Она мне говорила, хорошо, не надо никуда ходить, все, давай, бросай институт, сиди дома, все нормально. И я вставала и шла, просто вот потому что вот я говорила, да как же так, как я могу бросить, а что мне тогда делать? То есть я, получается, себя уважать не буду. Ну и как бы в результате там в конце там первого семестра у нас была письменная работа по английскому языку. Я ее написала лучше всех там в своей там группе. И, мне кажется, там одна из лучших там по параллели, чему были удивлены наши учителя. Как бы ты сейчас в отношении своих детей поступала? Ты бы ему говорила, иди, высшее образование, в институт иди. Нет. Вот мне нравится, что в Европе, когда, то есть они не заставляют сразу поступать в институт, у тебя есть lab year, ты можешь поездить по миру, поработать там в каких-нибудь организациях волонтерских и так далее, просто понять, что тебе нужно. И потом, соответственно, идти там, выбирать себе. Потому что ты идешь в институт, ну, высшее учебное образование, для того, чтобы набраться каких-то скиллов, которых у тебя там нет. Ну, вот за этим нужно сходить. А просто в России, мне кажется, вот сейчас такого вот потихоньку меняется тенденция, а до этого был такой тренд, что вот хоть какое высшее образование, главное, чтобы высшее. Вот иди и учись, потому что как будем в глаза соседям смотреть. Тебя старшему сколько? Старше, 14. 14. И уже подходит время. И я так понимаю, что вот прямо уже развилочка такая. Нет, у нас развилки. Сейчас все говорят о том, что важно развивать soft skills, потому что именно людям... То есть люди сейчас начинают понимать, что жизнь, она меняется, во-первых, быстро, во-вторых, продолжительность жизни увеличивается, и чем ты будешь заниматься через там, 5, 10, 15 лет, это неизвестно, тебе нужно иметь вот эти soft skills. И она в прошлом году так меня спрашивала, чем же мне заняться, что мне выбрать? Мне вот это нравится, вот это. Я говорю, да тебе не обязательно чем-то одним заниматься всю жизнь. Чем тебе нравится, то и развивай сейчас. Он тебе все равно пригодится. Ребят, сейчас будет какой-то волнорез, прям интригующее название. Пойдемте, пойдемте. Вот это волнорез. Так, ребята, волнорез. Волнорез. Так, расскажи, что это за такой удивительный волнорез? Волнорез это когда собранные вещи раскладываются по покупателям. Я стояла тоже на волнорезе. У нас бывали такие моменты раньше, когда не хватало сотрудников, у нас весь офис приходил работать. Вот сначала подходит такая коробочка, и у тебя есть список, куда разложить какие вещи, по каким ячейкам. Раскладываешь ты как бы а-ля масс, а собираешь уже, вынимаешь из ячейки там 3-4 или одну вещь на конкретного покупателя. И кладешь его в пакетик, и все, и это вот уже готовый собранный заказ на человека. Все, скотчем мы сейчас пойдет в зону отгрузки, да? Так, ребята, меня взяли на 3-минутную стажировку, значит, на погрузку. Будет сегодня хороший день. Смотрите выпуск до конца. Если вам в ваших бизнес-школах или в ваших книгах говорят, что надо сперва учиться для того, чтобы построить большой бизнес, это неправда. Все, кто строил и построил, и сейчас продолжают строить большие бизнесы, они все учились по дороге. Вообще предпринимательство – это опыт в пути. То есть ты идешь и как бы и учишься, да, и шаг по шагу приобретаешь необходимые навыки. И тут же их применяешь. И иногда приходится тут же менять, да, то есть переделывать. Все, поэтому, ребята мои, значит, я вот сейчас вот здесь нахожусь, просто мне так приятно, черт побери, что
что, например, Таня, так же, как и я, не знает многих вещей. И я тоже не знаю. И мы не собираемся их узнавать до того момента, как они нам Не понадобятся. Все, ребят, поэтому делайте бизнес. Слушайте, и если когда натыкаетесь на какие-то сложности или какие-то непонятности, конечно же, тут же прибегайте к друзьям, партнерам, другим предпринимателям, которые вам все подскажут. Или книжкам и так далее. Бизнес, смотри, развивался, слушай, уже пошли денежные потоки, и ты почувствовала уверенность, да? Ну, такую, знаешь, когда было такое ощущение, что вот случилось, да? Что из крупных покупок ты первое сделала? Для себя имеется в виду? Именно для себя. Ничего. Не, ну как, подожди, ничего. Все-таки, я не поверю, что ничего. Да нет у нас ничего. Подожди, квартиру купили? Нет. Нет у нас квартиры. У нас нет квартиры, нет ни машин никаких там. Одеваемся мы на Wildberries. Вот. Так, дай я тебя потрогаю. Но все-таки ты так просто не отделаешься. Какую самую крупную вещь ты себе разрешила позволить, для себя, вот именно для себя? Вот. Да нет такой вещи. Черт, Неужели на знаю, Wildberries заказала какую-нибудь, кофту, там, этот свитер? Таких вещей Да. у меня вообще нет Нету? никаких, да. Один раз мне ребята подарили сумку на день рождения. Прада. Ну и как-то вот, да. И они, видимо, переживали, что у меня... Вообще нет. Нет, просто хотели приятно сделать. Это так, в принципе, нет у меня ничего. Телефон, наверное. Телефон, но это рабочая потребность. Телефон. Да. Сколько стоил телефон? Я не знаю, сколько обычно там Samsung стоит Черт побери. на Wildberries. Давай. Вот, пожалуйста, это обычный наш русский Джек Ма. Зовут Татьяна Бакальчук. И Джек Ма, который когда-то узнает о существовании Татьяны Бакальчук, он, конечно, очень удивится, что они оба учителя английского языка, и оба, черт побери, удивительно похожи. Аналитикой деятельности хозяйственной нашей я никогда не занималась, потому что у Влада это получается лучше, у него там он шахматист, и в принципе и математик, потому что поэтому вот я просто на этой неделе достаточно плотно там погрузилась тоже в это не то что в анализ, а с сотрудниками, которые занимаются финансовой деятельностью. И на самом деле, математика. Что такое математика? Это когда ты получаешь результат финансовой деятельности компании. Сюда вы потратили столько-то, результат такой-то, здесь это. Выстроил там графики, еще что-то посмотрел. Это же интересно. Есть люди с таким складом ума, которые это все им интересно. И ты смотришь, где ты можешь оптимизировать. А почему у вас здесь такая цифра вылезла? А это почему? А здесь что можно улучшить? И берешь, меняешь процесс в бизнесе, и раз оно все пошло совсем по-другому. Вот это математика, анализ математика. У нас почему у каждого из 15 тысяч человек есть свой KPI? Потому что Владислав каждый месяц садился, сейчас уже как-то более-менее все там налажено, настроено, и смотрел результаты деятельности каждого отдела, каждого человека. Они смотрели, открывали эти огромные. Просто у нас есть еще один фанат тоже этих всех анализов, графиков, математики. И они сидели и смотрели, это и улучшали. Почему? За счет этого мы и существуем. И по рекламе у нас тоже. У нас ни одного рубля по рекламе не было потрачено впустую, чтобы мы не понимали, что нам это дало. Мы очень долгое время отказывались от телевизора, потому что мы не понимаем, как это все посчитать. В этом году придумали, как посчитать, и теперь используем рекламу на телевидении. Тань, мы сейчас были на складе 75 тысяч квадратных метров, да? Да. А сейчас, я так понял, мы приезжаем
уже на ваш собственный склад, да? Который вы построили. Первая очередь, Да. первые 50 тысяч квадратов, а Так. всего будет 145. 145. Да, 145 тысяч. Ребята, 145 тысяч. И, конечно же, как вы думаете, какая компания делает кровлю для этого склада? Технониколь. Слушай, если бы ты назвала бы наших конкурентов, я бы не знаю, что с тобой сделал. Значит, ребят, сейчас я полезу на крышу, короче, и все вам покажу. Таню с собой не беру, потому что, сами понимаете, ну, девушки пусть вот тут на земле нас ждут, да? А мы все сейчас посмотрим и проверим, насколько качественно смонтировано. Потому что Таня меня попросила произвести личную ревизию качества монтажа кровли от Технониколь. Здесь, под этой крышей, она уже смонтирована, да, находится профлист. На нем вот столько по толщине минеральной ваты. Вот, посмотрите. Слышите? Это минеральная вата, да. И она сверху накрыта такой вот мембраной. Это полимерная мембрана, тоже производство Технониколь. Все материалы производства Технониколь. Поэтому Технониколь гарантирует, что эта кровля будет стоять безремонтно 10 лет. И будет требовать не минимальных расходов на содержание. Поэтому Wildberries под надежной защитой Технониколь. Значит, рассказываю, что это такое. Это крышные люки. Натуральный свет, проникая в склад, будет гарантировать то, что в цеху будет такая нормальная человеческая освещенность, и люди не будут уставать. Ну и самое главное, эти люки носят еще характер дымоудаления. Когда вдруг, не дай бог что-то случится, и пожар, через эти люки удаляется дым. Значит, ребята, сейчас я вам покажу, как выглядит кровельный пирог. Значит, смотрите. Значит, вот основание. Это профильный лист или в данном случае стенка, да? Дальше идет 120 миллиметров каменной ваты. И дальше идет слой полимерная пленка. Все, этот пирог достаточен по климатическим нормам для того, чтобы держать соответствующую температуру в здании. Все, видите, какая гигантская кровля, и скорость монтажа из материалов Технониколь на таком гигантском складе очень быстрая. То есть вот такую гигантскую кровлю из материалов Технониколь под надзором технических специалистов компании Технониколь можно смонтировать буквально за 3 недели. Те, кто купили материалы Технониколь и смонтировали кровлю, пишите мне в комментариях, как вам понравилось. А вот как ты относишься к устоявшимся стереотипам про женщин? То есть, например, женщина бизнес-вумен, женщина-мать или там женщина-домохозяйка и так далее. Вот как ты себя бы охарактеризовала? Мы были в гостях у французского посла. Это женщина, тоже такая интересная, выдающаяся. И она собрала женщин. Просто она решила собрать какую-то референсную группу из женщин из разных отраслей и послушать о судьбе и о положении женщины сейчас у нас в стране. И для меня, и для девушек с нашей компании, которые со мной были, было шоком услышать, что там, какие вещи у нас там, да, то есть, для нас это настолько нетипично, что женщин там занижают, там не дают им расти, что общество их видит только как домохозяек, что ты развиваешься только пока ты не родишь ребенка или не выйдешь замуж, и все, и у тебя на какие-то должности там не берут. Когда мы там начали в оппозицию выступать всем собравшимся,
И мы говорили, что, ну, не знаем, мы с этим не сталкиваемся, у нас в компании вообще так вопрос не стоит. Мы никогда не будем увольнять девушку из-за того, что она забеременела. И если она выходит там из декрета, мы ее примем с распростертыми объятиями. У нас есть случаи, когда девушки уходили из декрета и становились там руководителями отдела там, и так далее, в общем. Вот. И я вот потом поняла, что, может быть, проблема в том, что действительно мало информации. То есть, как бы, они, может быть, и сами внутри готовы, или они хотят этого, или как бы это, а, может быть, не решаются там или боятся. Ну, то есть, действительно, может быть, мы можем помочь с тем, что рассказать, что не надо ничего бояться, надо просто идти и делать. Специальный конкурс. Вы видите, какая жизнь интересная у Татьяны. Голливудский сценарий 100%. Я уверен, что Голливуд доберется до жизни Татьяны, обязательно ее экранизирует. А пока мы с вами поработаем вот над чем. Кто из вас придумает самое лучшее название для будущей книги Татьяны Бакальчук, книги о жизни, о проживании, о достижениях Татьяны Бакальчук, тот получит сертификат на покупку, значит, товаров в магазине Wildberries на сумму 10 тысяч рублей. Придумываешь название, пишешь сюда в комментарии, значит, описываешь твою идею названия, да, и Татьяна сама лично прочитает все ваши заявки и отберет лучшего из вас, кому подарит сертификат на 10 тысяч от компании Wildberries. Это было чертовски невероятное интервью. Большое тебе спасибо. Может тебя обнять? Да, может. Ребята, значит, подписывайтесь на мой канал, комментируйте этот выпуск, задавайте вопросы, присылайте название книги Татьяны Бакальчук, значит, получаете сертификат на 10 тысяч, выигрываете. Ребята, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить что-то важное. И самое главное, немедленно, прямо сейчас, мужчины, встаньте и обнимите своих женщин, обнимите своих любимых. Цените друг друга, уважайте, и все у нас получится. Вот этими руками мы построим нашу жизнь сильной, мощной, такой, какой мы бы сами хотели ее видеть. Поехали!